Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. Сегодня я вам предлагаю махровый жгут. Жгут плетется очень легко, и у основания он не широкий, плетется как бы сетка, и одновременно на эту сетку приплетаются маленькие петельки, которые и делают махру. Жгут плетется легко, но единственное, на него идет много бисера. У меня пошло 50 грамм, еще в конце пришлось корректировать, так как я сделала сначала 15 сантиметров петельками поменьше, потом сделала 20 сантиметров петельками побольше, и снова 15 хотела петельками поменьше, но у меня не хватило, и я начало и конец сделала по 13 сантиметров. За счет увеличения петель в середине увеличивается эффект махры. Так что если вы будете плести такой жгут, вы не пожалеете, потому что он и упругий, и эластичный. Одновременно ничего туда не вставляется, он как бы ажурный и хорошо смотрится на горловине. Если вам нравится, присоединяйтесь и выполним этот жгут. Для жгута я взяла бисер чешский номер 11, прозрачный, прокрашенный внутри, дает оттенок беж, фиолетовый, что-то вместе такое. И набираю 11 бисерин на иголочку и провожу их до конца нити, оставляя кончик для оформления застежки. Возвращаюсь в первую бисеринку и замыкаю наши 11 бисерин в колечко. Вот так. Теперь набираем 3 бисеринки. 3. Пропускаем 2 бисерины и проводим иглу в третью. Вот так. Снова набираем 3 бисеринки, также 2 пропускаем и проходим в третью. Третий раз в этом ряду набираем 3 бисерины, также 2 пропускаем и проходим в третью. И у нас завершен первый круг. Теперь во втором круге мы также набираем 3 бисерины и проводим иглу в серединку 3 бисерин предыдущего ряда. Вот так. Из этой серединки мы делаем петельку. Для этого набираем 3 бисеринки и иголочкой возвращаемся в бисерину, из которой выходит нить, то есть в серединку 3. И у нас получилась первая петелька. Дальше снова набираем 3 бисеринки и проходим в серединку следующих 3 бисерин предыдущего ряда. Вот так. Я пока не стягиваю, чтобы вам было хорошо видно. Прошли в серединку, и из этой серединки делаем петельку тоже из 3 бисерин. Мы возвращаемся в эту же бисеринку, и у нас получается новая петелька. Вот так.
Снова набираем 3 бисерины и проходим в следующую группу 3 бисерин в среднюю бисеринку. Так. Из этой серединки также делаем петельку. Из 3 бисерин 3 набрали и возвращаемся в ту же бисерину, из которой выходит нить. И последняя тройка бисерин у нас в этом круге. Вот 3 бисеринки, 3 набрали, в среднюю проходим. И также делаем петельку из этой средней бисеринки. Набираем 3 и возвращаемся в нее же. Вот так. И дальше все последующие ряды мы так и будем набирать. 3 бисерины набираем, проходим в 3 бисерины предыдущего ряда в среднюю. И теперь, если мы подтягиваем, у нас образовывается хорошо жгут. И из этой ниточки, из которой выходит нить средней, мы также делаем петельку. 3 набираем и в нее возвращаемся. И нам теперь хорошо будет видно, что мы будем проходить иголочкой 3 бисеринки, которые мы набирали в предыдущем ряду. То есть петельку сделали, одну петельку пропускаем предыдущего ряда и проходим в 3 бисеринки, уже лежащие между петельками. Подтягиваем, набираем снова 3 бисерины для петельки, делаем эту петельку в этой средней бисеринке. И снова набираем 3 бисерины и соединяем между собой расстояние между петельками. Подтягиваем, и у нас получается петельки идут в шахматном порядке. И сам жгут будет ажурный. И в дальнейшем, как вы сплетете, будет хорошо его видно. Я проплела 15 сантиметров таким мотивом. И получился красивый махровый жгутик. Дальше я его увеличила для того, чтобы серединка жгута была пошире. Я хочу, чтобы у меня 15 сантиметров шло поуже, потом 20 посередине пошире, и потом снова поуже. И будет красиво смотреться такой жгут. И смотрите, когда я 15 сантиметров проплела, петельки делала по 3 бисеринки. Дальше я плела также, но петельки делала по 5 бисеринок. Смотрите, вот у меня после очередной петельки я их вот так вниз пальчиком придерживаю, для того, чтобы они мне не мешали. Я набираю, как обычно, 3 бисеринки, нахожу среднюю следующих из 3. И теперь набираю не 3 бисеринки, а 5.
для петельки. И возвращаюсь в эту же бисерину, из которой выходит нить. И у меня получается петелька из 5 бисеринок. Я ее вот так пальчиком вниз и продолжаю плетение. То есть набираю 3 бисеринки и соединяю с серединой 3 бисерин предыдущего ряда. Видите? Соединила. И снова петелька из 5. И так я 20 сантиметров буду плести с петельками по 5. Я доплела до конца жгут, как и планировала, и в конце прикрепила карабин с переходничками. И жгут готов. Если вам нравится, присоединяйтесь, приглашаю, кто не подписан. Ставьте лайк, если вам понравился жгут. И до встречи в новом видео.